Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и сегодня я продолжу знакомить вас с миром английского футбола. Я приехал на запад Лондона, в Боро Ричмонд, где местный Hampton and Richmond Borough футбол клуб в рамках National League South 6 по силе дивизиона Англии сыграет с одним из лидеров турнирной таблицы, с Уортингом. У Hampton and Richmond прозвище «Бобры», у Уортинга «Скумбрии», ну или «Макрели». В общем, «Бобры» против «Макрелей». Я очень надеюсь, что как стадион, так и атмосфера на нем будут на высшем уровне. Вы же заранее тоже настраивайтесь на самый позитивный лад, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ну и погнали. Нас ждет National League South и битва бобров с макрелями. Будет интересно. Как я уже сказал, прозвище у Hampton and Richmond это «Бобры», ну и улица, на которой стоит стадион, точнее вот тупик, Бобровый тупик. Отдаю 15 фунтов за билет, вот там на турникетах, и я внутри. Внутри у нас вот такой приятный подогреваемый пивной дворик. Здесь же клубный магазин, ну и бар, естественно, тоже есть в наличии. Здесь же возле турникетов можно купить программку, стоит 3 фунта. А также можно взять билетик Golden Goal, в котором вы пытаетесь угадать, на какой минуте будет забит первый мяч этой встречи. Стоит 2 фунта участия. Ну и всем, кто берет этот билетик, еще вот такие приятные мини-брелочки. У меня 2 Golden Goal, 21 и 73 минута. Победитель получает 80 фунтов, так что это может быть очень приятным бонусом к сегодняшнему походу на стадион. Смотрим, как будет развиваться игра, ну и идем в клубный магазин «Бобров». Клубный магазин команды 6-й лиги. Форма играет «Бобры», Hampton and Richmond в РЭ. Сейчас январская распродажа, все идет по скидке 20%. Вот смотрите, какая красота. Логотип, какие-то текстуры очень приятные. Смотрится очень классно. Есть такие приятные олимпийки, есть худи, шапки. Цвета очень даже тоже радуют глаз. Несколько цветов кепок, шарфы, рюкзаки. И угадайте, чего нету. Нету пинов. Вообще никаких, и это, конечно, печалит. Что небольшой магазинчик, но форма очень приятная, и вот кое-что из одежды тоже очень даже радует глаз. Ну и помимо пивной террасы, здесь есть прям полноценный такой хороший бар Beaver's Lodge, где уже и полноценная барная стойка, и тепло, и даже мурал такой небольшой есть с изображением игроков и фанатов Hampton and Richmond. Очень уютно, очень приятно и очень-очень атмосферно, скажу я вам. И в этом баре наливают немало разных видов элей, сидров и лагеров. Так, IPA стоит 7,5 фунтов, сидр стоит 5 фунтов, но есть интересное такое обстоятельство. Сегодня на все напитки идет 50% скидка, поэтому 3 пинты мы на троих взяли меньше, чем за 9 фунтов, ну, что не может не радовать. Так что вот этой пинтой IPA всем вам cheers. Ну и ждем битвы бобров с макрелями. Hampton and Richmond Borough FC был основан в 1921 году как простая деревенская команда Hampton FC. И под таким названием она существовала до 1999 года, когда владельцы клуба решили, что давайте-ка привлечем сюда на стадион людей из нашего Боро Ричмонд, которая так-то футбольными клубами похвастаться не может. Это сугубо регбийный район. Здесь находится святая святых английского регби стадион Твикенхэм. Здесь играют лондонские Арлекины. Ну и решили привлечь сюда болельщиков футбола. Таким образом, футбольный клуб Hampton превратился в Hampton and Richmond. В 2007 году команда, ведомая Аланом Девонширом, легендой Вест Хэма, вышла в National League South, 6 по силе английский дивизион, где она и выступает до сих пор. Приятнейший стадион, вмещает 3800 зрителей, из них 800 это сиденья и 3000 стоячих мест. Приятная такая крытая трибуна, 2 заворотки, часть одной из завороток тоже сидячая. Атмосфера
Ну да, какого-то пения особо нет, но тем не менее вот здесь прям витает дух олдскула и дух того самого нон-лигового футбола, который все мы очень даже любим. Параллельно со мной видео о Хэмптон Ричмонд делает Маша Макарова, которую можете знать по нон-лиг блога. Так что если вдруг еще не подписаны, тоже подписываться не забывайте. И это видео тоже у нее не пропустите. В перерыве над стадионом разверзнулись небеса, и поле накрыло стеной мокрого снега или какой-то просто смеси снега с дождем. Довольно-таки холодно, ветрено, поливает. Но это не мешает фанатам Уортинга очень даже бодро гнать свою команду вперед с вот этой сидячей, высокой и атмосферной заворотки. Если быть откровенным, сейчас у нас середина второго тайма, и вот за эти 60 минут, что прошли со стартового свистка, болельщиков хозяев было слышно очень мало. Как-то вот они периодически только просыпаются. В первом тайме немножко заряжали здесь на заворотке. Да, в общем и целом и все. А вот гости очень даже бодрые, у гостей здесь очень даже приличный сектор, как я вам уже показывал. И именно вот, я бы сказал, даже во втором тайме, как раз наоборот, у них отличная поддержка, очень классно поют, что-то заряжают. Респект. 6-й дивизион. Человек, наверное, 50-60 приехали сегодня ночью в юго-западный Лондон, откуда-то с юга Англии. Конечно же, здесь на стадионе можно перекусить. Бургер здесь стоит 4,5 фунта, чизбургер 4,75. Можно взять пирог, но это классический ПК-пай, стоит 4,50. Возьму чизбургер, посмотрю, что он из себя представляет. Надеюсь, будет вкусно. Пахнет здесь классно, пахнет здесь ароматно, а на нон-лиге невкусно не бывает. Такая порция 6,75 обошлась мне. Ну и здесь одна котлета неплохих размеров. Соусы на выбор, конечно же, лук, я от него никогда не отказываюсь. И добрая такая порция картошки. Ароматно, аппетитно, я не сомневаюсь, что будет сытно и вкусно. Ну и пробуем бургер. Отлично. Просто прекрасно. Сочная котлета, лучок, сыр, все, что надо. Отличный нон-лиговый бургер, я вам скажу. Стойкий лайк. Вот что интересно, стадион вроде бы и стоит посреди жилых домов, вокруг уютные, приятные кварталы юго-западного Лондона. При этом по всему периметру площадки растут деревья, и такое ощущение, что ты вообще где-то в лесу играешь. Просто везде деревья, и ничто не намекает на то, что прям сзади, прям за трибунами тихая, спокойная жизнь резидентов юго-западного Лондона. Вот так выглядит здесь вторая заворотка. Ну, просто типичная такая стоячка. Ничего особенного. Ну и здесь тишина и
даже в нынешних обстоятельствах прекрасно слышно, а вот нет. Стоило мне прийти, сразу начали поддерживать. 585. Ну и по стадиону объявили сегодняшняя посещаемость 585 зрителей. Коротко о погоде. Я уже сказал, что сейчас дождь, сейчас мокро. Ну и сегодня я выбирал, куда пойти. Либо сюда на матч Хэмптон энд Ричмонд, либо поехать на северо-восток Лондона в Энфилд. Выбрал Хэмптон энд Ричмонд и не прогадал, потому что матч Энфилда отменен из-за того, что поле подзатопило. И это не единственный матч сегодня. По анон-лиге очень много отмен, потому что на Англию пришел очередной шторм. Зима у нас. За 10 минут до финального свистка судья ставит пенальти в ворота гостей. 1-0. Открывает счет Хэмптон энд Ричмонд. Стоило забить, и сразу атмосфера стала вообще то, что надо. По кайфу на заворотке. Про тишину можно забыть. Маш, как тебе матч? Что скажешь про Хэмптон и Ричмонд? Я знаю, ты здесь уже и не в первый, и не во второй раз. Каково тебе? Но пока еще рано, наверное, под руку говорить, но обычно я приношу им успех, как ни странно. Я тут, наверное, в третий или в четвертый раз, и обычно Хэмптон Ричмонд выигрывает. Просто никак не могу собраться и смонтировать видео. Я сегодня впечатлена, на самом деле, больше, чем в предыдущие разы, потому что сегодня суппорт намного лучше. То есть я помню, вот бабулька здесь такая, вот она все время болеет за Хэмптон Ричмонд, мне все время ее жалко, потому что она одна стоит и орет. А сегодня посмотрите, что здесь происходит. В общем, хотелось бы, чтобы они выиграли, у нас там еще несколько минут осталось, но если они выиграют, то прям молодцы, они же там на дне находятся, а Вортинг один из фаворитов лиги. Прям супер.
финальный свисток. 1-0 победа Хэмптон энд Ричмонд. 21 место обыгрывает практически лидера сезона. Второе место Спортинг FC. Но эмоции, вы все это сами видите.